Переходим к следующему слайду, заключительный слайд. Здесь уже подводим итоги. Вверху осталось с колебательными процессами та же самая карта для ориентирования полного. А внизу уже сравнение будет у нас февраль 2026 год и февраль 2025 год. На примере, друзья, социального жилья, самый крупный класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. Итак, давайте начнем с города Киева. Город Киев. 1059 долларов за квадратный метр социальное жилье, февраль месяц. Сравнивая с февралем 2025 года, за год недвижимость подорожала на 2,12%. Город Винница, друзья, 664 доллара за квадратный метр, и за год подорожала недвижимость на 6,41%. Город Житомир, 566 долларов за квадратный метр, и видим, что за год недвижимость подорожала на 5,60%. Город Черкассы, 607 долларов за квадратный метр, это все февраль месяц 2026 год. Видим, что... Ой, извините, правда. Видим, что на 8,98%, то есть на 9% подорожала недвижимость. И город Крапивницкий, 536 долларов за квадратный метр, подорожала недвижимость данного класса на 7,20%. Итак, делая ранжировку, мы видим, что по подорожанию, то есть больше всего, где подорожала стоимость квадратного метра, это город Черкассы. Это 9% в годовом измерении. Дальше город Крапивницкий 7,20%. Ну и дальше видим город Винница 6%, 5% город Житомир. И аутсайдером меньше всего подешевела недвижимость в городе Киеве. Ну, понятно, что здесь стоимость квадратного метра чуть ли не в 2 раза дороже, чем в остальных областных городах-центрах. Итого, подводя итоги, среднее арифметическое число видим 686 долларов за квадратный метр в целом по региону. Рост за год 5,47%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,55. Друзья, давайте очень кратко вам расскажу, что такое индекс. Индекс – это в данном случае индекс недвижимости. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Он, в общем-то, считается достаточно просто, если у вас есть статистические данные. На примере, давайте я вот центрального целого региона покажу, как он считается. 686 делим на 651, получаем рост в процентном соотношении 5,47%, или же положительный индекс единичка, запятая 0,55. Немного, друзья, саморекламы. Меня смотрят, я знаю, что фокус-группа людей – это люди, которые работают в финансовых учреждениях Украины и не только. Это управление по рискам и риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому вот синергия наших знаний, в общем-то, поможет в вашем сложном бизнесе и поможет мне, конечно же, так сказать, развиваться, заниматься наукой и дальше. Для того, чтобы меня найти, вы можете посмотреть в описании YouTube канала мой Viber телефончик есть. Можем созвониться, списаться, составим техническое задание, и вы будете раз в квартал получать полную информацию в виде исследования, где будете с картами, с таблицами видеть, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть вы знаете, как меняются деньги во времени, стоимость, а я буду предоставлять вам информацию, как меняется стоимость недвижимости, которая находится в залоговом портфеле вашего банка во времени. То есть вы будете видеть, или растет стоимость квадратного метра, или же снижается. Это, в общем-то, еще раз повторюсь, синергия знаний, она облегчает ваш очень сложный бизнес. Итак, друзья, обращайтесь, пишите, и можете узнать, кто такой Андрей Гусельников и компания Alim Consulting. Ничего плохого вы обо мне не услышите. А проще спросите искусственный интеллект, он вам расскажет, прям я сам удивился,
ну, ничего не приукрасил и вроде бы ничего не убавил. Да? Ну, искусственный интеллект, это же как бы много людей уделяют внимание, что вот искусственный или интеллект, он что-то. На самом деле собираются все данные, допустим, обо мне, это мои статьи, какие-то работы, да, публикации обо мне. Все это собирает этот искусственный интеллект и потом выдает просто как хронологию о, допустим, человеке, там, где учился, чем занимается, что, в общем-то, делает по сегодняшний день, ну и так далее. То есть это тут особого интеллекта не надо. Но сокращает, так сказать, время поиска на того или иного человека, его биографии, это 100%. Итак, друзья, ну что, закрываем показ слайдов. Запомним, что на 5,5% выросла стоимость квадратного метра. И попробуем поговорить о прогнозах. Ну, уже, естественно, прогнозы там до конца, так сказать, первого квартала. Я думаю, что мы увидим по Киеву все-таки продолжающую динамику снижения, снижения стоимости квадратного метра по полпроцента, может быть, так как он уже 2 месяца показывает вот эти колебательные процессы снижения. А вот по остальным городам мы будем видеть не по 1, по 1,5% роста, а все-таки я предполагаю, что вот эта динамика снижения затухающего вот это роста, да, будет присутствовать. Почему? Потому что рынок перенасыщен, друзья, предложениями. Отсутствие покупателей, в общем-то, должно сделать свое дело. Да, и как говорил знаменитый, так сказать, и всеми уважаемый, чуть не сказал Остап Ибрагимович Бендер. Нет, конечно же, Адам Смит, который говорил, что всемогущая или всевидящая рука рынка, она, в общем-то, работает на любом рынке и воздействует через спрос и предложение. Если спрос минимален, а предложений много, в данном случае мы говорим о рынке недвижимости Украины, то, соответственно, стоимость должна корректироваться, то есть расти она не должна дальше. Но посмотрим, друзья, что будет происходить. Я каждый месяц записываю свое видео подобные, да, и как оно называется, в марте месяце посмотрим, что происходило с недвижимостью. Буквально я запишу это через несколько дней, потому что март заканчивается. Итак, друзья, не забудьте подписываться на мой канал. Также помните, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины и не только, которые, в общем-то, станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.